Главные новости этого дня. Сегодня утром известного советского и российского актера, народного артиста России Игоря Костолевского срочно госпитализировали в московскую больницу номер 64. Был установлен точный диагноз госпитализации – дыхательная недостаточность и пневмония. В ближайшие дни актер будет находиться под наблюдением врачей. Состояние здоровья Игоря Костолевского удовлетворительное. Накануне вечером в квартире известной актрисы и телеведущей программы «Давай поженимся» Ларисы Гузеевой прошли обыски. Точные причины обысков пока неизвестны. Однако сегодня утром неожиданно Лариса Андреевна Гузеева срочно покинула Россию и, по предварительным данным, вылетела в Израиль. Точная причина отъезда Ларисы Гузеевой на данный момент уточняется. Сама же известная телеведущая заявила, что решила взять отдых в работе и навестить родственников. Сегодня утром сотрудники комитета композитор Раймонд Паулс и Никита Малинин прибыли в город Таганрог Ростовской области для проведения крупной проверки. Известные артисты и члены комитета будут хлопотать о повышении зарплат для учителей и врачей данного региона. Также известные артисты примут участие в открытии первого филиала комитета в данном городе. А завтра у Раймонда Паулса и Никиты Малинина запланирована встреча с местными жителями города, которая пройдет в кинотеатре «Аватар» города Таганрога. Бывший участник музыкальной группы Hi-Fi, российский певец Митя Фомин бесследно исчез во время туристической поездки в Бразилии. Известный артист уже 2 недели не выходит на связь. Последняя информация о данном артисте появлялась 10 дней назад. Митя Фомин уехал в туристическую экскурсию и не вернулся обратно в гостиницу. Службы МЧС России связались с властями Бразилии и попросили оказать помощь в поисках известного артиста. В критическом состоянии здоровья на данный момент находится бывший министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Несколько дней назад у Сергея Кужугетовича был диагностирован ишемический инфаркт. Лечащие врачи медицинского центра Бакулева, где на данный момент находится Сергей Шойгу, не строят радужных прогнозов. Состояние здоровья 70-летнего политика вызывает серьезные опасения. Стало известно, что причиной для резкого ухудшения здоровья Сергея Шойгу стали колоссальные психологические стрессы, которые перенес в последнее время бывший министр обороны Российской Федерации. Помимо колоссальных семейных трагедий, на данный момент Сергея Шойгу обвиняют по нескольким направлениям. Это ведение незаконного коммерческого бизнеса на территории России, получение крупных денежных взяток, государственная измена и поставка некачественного оборудования в зону спецоперации. Ну а несколько дней назад признательные показания дал бывший заместитель Сергея Шойгу, заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов, который на данный момент находится в СИЗО города Москвы. Признания бывшего министра обороны Российской Федерации в буквальном смысле шокировали общественность, так как Тимур Иванов дал первое публичное интервью с момента ареста, и он впервые рассказал о всех преступлениях своего бывшего шефа Сергея Шойгу. По данным антикоррупционного комитета Никиты Михалкова и Следственного комитета товарища Бастрыкина, если Сергей Шойгу пойдет на поправку, его неизбежно ждет открытие нового уголовного дела. Известный российский и советский певец Александр Маршал во время отдыха на горнолыжном курорте Абзаково Башкирской АССР получил серьезную травму колена и позвоночника. Александр Маршал давно любительски занимается лыжным спортом, однако на одном из крутых поворотов известный певец не справился с управлением и совершил трагическое падение. Александр Маршал был госпитализирован.
Музыкальный продюсер Андрей Разин полностью проиграл суд семье известного российского певца Юрия Васильевича Шатунова. Окончательное судебное заседание прошло 21 ноября 2024 года. Семья Юрия Васильевича смогла полностью доказать, что их отец и муж Юрий Васильевич Шатунов заключил контракт с автором известных песен Сергеем Кузнецовым, согласно которому все права будут принадлежать семье Юрия Шатунова. Суд полностью поддержал доводы ответчиков. Теперь окончательно все права на творчество певца принадлежат вдове Светлане Шатуновой и его детям, сыну Денису и дочери Эстелле. Решение уже вступило в силу. Об этом заявил адвокат семьи Сергей Васильев. В городе Сочи местный филиал антикоррупционного комитета и органы полиции арестовали сеть ресторанов известного юмориста, артиста, бывшего резидента программы Comedy Club Сергея Светлакова. Основная причина ареста ресторанов Сергея Светлакова – это грубое нарушение санитарно-гигиенических норм, а также длительная неуплата налогов за работу подобных заведений. По данным следствия, Сергей Светлаков не платил налоги в течение минимум 2,5 лет. В Италии, в городе Милане, известного российского актера Алексея Панина арестовали за дебош в местной гостинице под названием «Санер». Алексей Панин, который длительное время страдает алкогольной зависимостью, устроил бардак в гостиничном номере, нагрубил официантам и затеял потасовку с администрацией гостиницы. Стало известно, что за свой проступок Алексей Панин заплатит крупный денежный штраф. Также местные власти пригрозили известному артисту депортацией в России. Ведь хорошо известно, что на территории Российской Федерации на данный момент объявлен розыск в отношении Алексея Панина. Крупный пожар произошел в поместье известного российского и советского певца Олега Михайловича Газманова. Практически дотла сгорел пятиэтажный особняк известного артиста. Чрезвычайное событие произошло 2 дня назад. В результате пожара были также уничтожены другие постройки, которые находились на территории особняка. А это баня, спортивный бассейн, фитнес-зал и даже развлекательный центр. Особняк Олега Газманова до сегодняшнего дня считался одним из самых крупнейших поместий среди артистов российского шоу-бизнеса. Общий ущерб от пожара составил почти 19 миллионов долларов. Минувшей ночью в результате тяжелого онкологического заболевания ушел из жизни российский и финский актер, телеведущий Вилли Хаапасала. Данный актер известен широкому зрителю по таким фильмам, как «Особенности национальной рыбалки» и «Кукушка». Известный артист ушел из жизни в возрасте 52 лет. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.